Привет! Вы на канале Яхта на колесах, меня зовут Антон, а мы в Москве на проспекте Мира 150. И сегодня у нас обзор Sunliving Lido A45 DK. Это не новая модель, это машина 2017 года. Я еще не смотрел ее, не делал обзор. Она находится в арендном парке компании «Яхты на колесах». Давайте посмотрим, какие нюансы, какие моменты есть, которые там отличаются. Вот как раньше, чуть в прошлых поколениях делали какие-то дизайн-решения. И чем, собственно говоря, она отличается? Эта машина максимально похожа на Sunliving A70 DK. Но при этом какая-то разница есть. Вот сегодня посмотрим, как-то все это сравним. А70 ДК в миллиметрах 6993, А70 ДК, а Lido 6990, ну то есть на 3 миллиметра он всего-навсего там короче идет по вот этому индексу. То есть по сути по размерам одинаковые машины. Но тут у нас 45, а там 70. Вот такой нюанс есть. Ну и раз уже заговорили про длину, то ширина машины 2,3 метра, высота 3 метра, вес 2,8 тонны. Напоминаю, что всю техническую информацию, которую вы не услышали в обзоре, вы всегда можете найти по ссылке в описании. В кабине в целом чего-то необычного нет. Здесь стандартное шасси Fiat Ducato. Двигатель у нас здесь 2,3, 130 лошадиных сил. AdBlue нет. Для природы плохо, для нашего пользования, для конечного потребителя хорошо, потому что нет лишней заморочки. Так что тут уже сами думайте, насколько вы зеленый человек. Коробка здесь у нас стоит роботизированная, больше добавить к этому нечего. В целом на Fiat ставились достаточно надежные роботы, долго служат, проблем с ними каких-то особых нет. По остальным помощникам здесь у нас также есть Traction Plus, помощь при спуске, установлена Pioneer мультимедиа обыкновенная какая-то. Круиз-контроль, спид-лимит, все остальное в целом плюс-минус, как всегда, в Fiat. Ну и есть опционально установленные камера заднего вида и парктроник. Жилое пространство. Спальных мест у нас, как и в А70 ДК, здесь 7, но есть нюансы. Первое, что я заметил из приятного, здесь вот везде есть такие штатные сразу шторки, что в целом в Sunliving сейчас встречается реже. Ну, по крайней мере, мной вообще, по-моему, не встречалось. Но если ошибаюсь, напишите об этом в комментариях. Второй момент, который я заметил, альков сейчас чаще всегда поднимается вверх, а здесь он сдвигается. Соответственно, здесь у нас 2 спальных места. Кабина, кстати, тоже закрывается шторкой, что приятный момент. Здесь у нас еще 2 спальных места. Естественно, стол у нас опускается все стандартно. Ножка подламывается, стол переставляется вниз. И подушки складываются в том, что здесь получилось еще 2 спальных места. Это получается у нас 1, 2, 3, 4. 5-е спальное место у нас получается вот из этого диванчика и столика. На первый взгляд здесь все так же, как опять-таки в А70 ДК, но не совсем. Потому что вот эта спинка, здесь она никак не опускается, и это место не расширяет. И получается, что это только если детское спальное место. Хорошо это или плохо, тут как бы судить вам в зависимости от потребностей. Если у вас как раз таки маленький ребенок, то это будет отличная такая закрытая кроватка. В столовой что мы видим? У нас здесь фонарики такого более старого образца, но классные. Я очень люблю эти фонарики. Примерно так же, как и трековые, с вот этим вот подсветкой кнопки. То есть мы сенсорно касаемся, у нас загорается панелька, потом мы нажимаем второй раз, и вот такой вращающийся спот, подсветка. Остальное, следующее, что бросается в глаза, это дизайн. У нас здесь ткань и кожа-зам комбинированные. И на самом деле, когда я зашел, это такой приятный сочный цвет, зеленоватый, какой-то салатовый. Такое свежее какое-то ощущение создает. Ну, тут уже как бы опять-таки на вкус и цвет, кому нравится, кому нет. Но если вам нравятся вот такие более яркие, сочные салоны, чем такие вот светлые и монохромные, как сейчас более модно, то, в принципе, вот, возможно, это ваш выбор. Но по моему ощущению, в целом,
вот этот модельный ряд, вот этот Lido, выглядит как будто побогаче, что ли, по отделке, вот чисто визуально. Побогаче как будто выглядит, чем более современные. А современные выглядят более лаконично, такие в стиле Икея. Они как бы очень стильно, все хорошо сделано, но оно такое, как будто вот этой простотой прям пронизано. Здесь вот есть какой-то закос, несмотря на то, что это Sunliving, на то, что это все-таки такой чем-то напоминает более дорогие модели. Шкафчики вот как раз-таки со своими глянцевыми фасадами в целом дополняют эту мысль. Но опять-таки повторюсь, здесь все вопрос вашего персонального восприятия. Вот мне кажется так, а вам, возможно, кажется иначе. И это нормально. Шкафчики, кстати, открываются. Такая какая-то ручка необычная, я такую никогда не встречал. Нам нужно сверху нажать на педальку и потянуть вверх. Ну и при этом, как мы видим, все работает идеально. То есть спустя сколько получается? Примерно 5 лет эксплуатации, причем как бы в аренде. Вот вы часто в комментариях тоже пишете, вот там не завидуем арендному парку, там люди так относятся, или там еще какие-нибудь наши ролики, где в быту, вот дом пострадает, жалко там и так далее. Но вот смотрите, в арендном парке машина провела там 5 лет, ну 4 может быть, где-то так. И все выглядит в принципе как новое. Я когда сразу зашел, даже не понял, что здесь столько как бы времени прошло. Ничего, все хорошо. И ящики вот работают идеально. Кстати, вот здесь интересная дверка. Похоже на ту, что мы видим, как дверь в душ там, в А70ДК. Складывается очень легко вверх, открывается вот такая полочка, и здесь вот в данном случае установлен телевизор на подставке. Естественно, он выдвигается вперед. Не хочу сейчас раскладывать, но, в общем, можно его достать и вот сюда-сюда повернуть, как вам будет удобно. А потом вот таким образом закрыть. Входная дверь. Вот она прямо на 100% в моем личном представлении качественнее и как будто добротнее по материалам, по качеству сборки, чем в более новых моделях Sunliving. Объясню почему. Ручка. Вот эта черная ручка, которая вверх-вниз с рычажком, она достаточно из такого легкого пластика и на ощупь, и часто там какая-то накладка может отскакивать при неаккуратной эксплуатации и так далее. Здесь опять-таки мы видим столько лет эксплуатации, ручка простая, технически удобная и ощущается из такого прям качественного, приятного пластика. Единственное, конечно, вот эта вот кнопочка-запирашка не сразу очевидно, но в принципе все достаточно просто. Плюс она как будто бы толще и как-то массивнее, тяжелее, и ручка снаружи тоже, но это мы потом еще глянем. Мне понравилось больше. Вот такое у меня впечатление. Кстати, вот здесь есть крючочек, не на двери, а слева от двери. Выше над дверью у нас пульт стандартный, который мы уже знаем, который у нас включает все системы в автодоме, подключение к сети бортовой, ну, в смысле с земли, 220, включение насоса, ну и посмотреть бак с серой водой, бак с чистой водой. Справа пульты от печки Truma Combi. Если печка работает от газа, то мы пользуемся правым пультом. Соответственно, здесь можно включить подогрев воды, подогрев только воздуха или подогрев только воды. Ну, в общем, разные режимы есть и мощность. А слева пульт, который у нас включает отопление от электричества, от 220 вольт, если оно опять-таки подключено с земли. Кухня. Газовая плита на 3 огня с электроподжигом. Все весьма стандартно. Дальше у нас мойка. Столешница сделана из пластика, ну, в смысле, с пластиковым покрытием. И ниже уже металлическая сама чаша углублена внутрь столешницы. Должна быть где-то дощечка, но, возможно, где-то она осталась в гараже. Я ее здесь сейчас не вижу. Которая расширяет рабочую поверхность и является, наверное, дощечкой. Вот это сказать сейчас не могу. Ниже у нас все по классике. Ящики. Раз, два. Внизу просто дверка и небольшое место для хранения. И с другой стороны также 2 ящика и 2 дверки внизу. Все. Розетка 220 вольт. Больше, в принципе, сказать про кухонное пространство нечего. Наверху еще 2 шкафчика. Далее. Я бы отнес это тоже к кухне. Еще 2 места для хранения. Ну или можно уже относить не к кухне. Ну, как минимум, холодильник у нас точно относится к кухне. Холодильник дометик. Отдельно морозильная камера, отдельно холодильное пространство. Он у нас универсальный, работает от газа, от 220-12 вольт.
Дверь у нас обычная, жесткая, не гофрированная, но как бы у нас и в новых версиях уже было так, что сначала эта дверь гармошка, потом опять такая, ну все время меняется что-то. Не знаю, мне в целом и так нравится. Здесь с магниткой замок, хочу обратить внимание, приятно, что ничего не цепляется. Идем внутрь. Душевая кабина. Она у нас закрывается с помощью шторки, отделена полностью от туалетного пространства, то есть у нас раздельный даже пол. Жесткая направляющая, которая закрывает шторку. Мне очень понравилась эта концепция. Очень удобно закрывать такую шторку. Единственное, что она немножко цепляет пол. Это жесткая направляющая. Но это просто потому, что она очень ровно впритык закрывает все пространство. И все. И, собственно говоря, очень удобно. Она закрывается, на магнитку в конце фиксируется. Вот такая как бы шторка. Дальше у нас тут туалет. По дизайну здесь как будто бы все минималистично и просто. Душ у нас отдельно, кран отдельно. Туалет Стэтфорд с электросмывом. Ниже гармошкой закрывается такое место для хранения. Выше за зеркалами еще полочки угловые, в частности. Вот. Освещение какой-то светодиодной ленты спрятанной здесь не вижу. Здесь просто вот такие глазочки, споты, которые светят прямо на раковину. Общее резюме по душу и туалету нормально. Ну, то есть, вот про душевую кабину не могу сказать, что здесь как-то тесно. Не могу сказать, что просторно. Для такой компоновки вот как-то так вот в самый раз. Дальше в задней части у нас гардероб, шкаф. Просто большое место под того, чтобы повесить вещи. Каких-то полочек я не наблюдаю, но при желании их можно здесь установить. И в задней части, конечно же, две кровати. Такая вот двухъярусная кровать. Верхняя кровать, нагрузка максимальная 70 килограмм. Нижняя кровать, нагрузка в целом нигде не написано, что ограничено. Но я бы слишком тяжелых людей тоже на нее не клал. Она у нас, естественно, поднимается вверх и увеличивает багажное пространство. Или же вот опускается так, и тогда багажное пространство меньше в 2 раза. Но вне зависимости от того, в каком положении находится кровать, у нас есть вот такое небольшое окошко еще под кроватью внизу, через которое мы можем получить доступ в багажник. Что-то большое сюда не положишь, не возьмешь, но заглянуть, посмотреть, что мы туда положили, не выходя на улицу, или забрать какие-то небольшие вещи, или наоборот скинуть их сюда, через это окошко можно. В целом, надо сказать, что багажник здесь достаточно компактный, но благодаря подъемной кровати его объем вполне себе достаточный и такой оптимальный для путешествий. В целом, дизайн задней части автодома имеет такой классический дизайн, и вот у нас есть окошко еще для тех, кто спит на нижней кровати. Ну а для тех, кто спит на верхней, у нас вот такое небольшое окошко сбоку, с левой стороны. Внизу, кстати, еще один лючок, через который мы получаем сквозной доступ в багажник, но эта дверь у нас поменьше, чем та, которую мы видели только что. Дальше выпускное отверстие печи Трума, кассета биотуалета, стоит достаточно глубоко, Тедфорд, соответственно, как и сам туалет. Далее у нас заливная горловина чистой воды, объем бака чистой воды 90 литров. И сточных вод, кстати говоря, 85. Вот, он на 5 литров поменьше. Бак серой воды. Дальше у нас, собственно говоря, газовый отсек. Здесь у нас размещаются 2 баллона по 11 килограмм. По правому борту подключение к сети 220 вольт. И, собственно говоря, вот ручка снаружи, про которую я хотел сказать. Это вот такой рычажок вниз смотрящий. И она полностью утоплена внутрь. Мне, в общем, понравилась такая концепция, такая ручка, и выглядит она прям такой монументальной и надежной. Ну и как бы мы видим, что она до сих пор не сломана, что подтверждает мои слова. Наклейка Russian Edition, вот мы видим яхты на колесах, это означает то, что здесь специально установлен зимний пакет опций, то есть там дополнительное утепление, там печка 6 киловатт, кстати говоря, Трумма. Вот эти все моменты, они вот такой зимний пакет для яхты на колесах объединяются и устанавливаются. Соответственно, сразу же мы понимаем, что это вот будет нормально себя чувствовать этот автодом зимой в России. Sunliving Lido A45 DK мы сегодня с вами посмотрели. Пишите в комментариях ваше мнение, понравилось вам или нет. Вот какие впечатления от такого дизайна, который уже вот не совсем может быть современен, но тем не менее имеет какие-то свои плюсы, преимущества. Ну, это вообще как бы дело вкуса. Ну и технические моменты вот давайте обсудим вместе.
Это канал «Яхты на колесах». Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Также напоминаю, что у нас появился телеграм-канал, в котором мы публикуем анонсы роликов, какие-то лайфхаки для путешественников и отвечаем на популярные вопросы. Тоже подписывайтесь, какой-то разнообразный контент, если вам интересна эта тема. Меня зовут Антон. До новых встреч. Пока.